Жила-была девочка по имени Аня, которая всегда смеялась над страшными историями. Ничто ее не пугало, ни рассказы о привидениях, ни байки о ночных тенях. Она любила гулять по темным улочкам и хвастаться перед друзьями своей смелостью. Но однажды Аня столкнулась с тем, что не могла объяснить. Было это поздним вечером, когда Аня возвращалась домой через старый заброшенный парк. Ветви деревьев, словно длинные руки, тянулись к ней, и под ногами шуршали опавшие листья. Но Аня не боялась, она весело шла вперед. Внезапно она услышала слабый шепот. «Аня!» – раздался голос из-за кустов. Девочка остановилась и огляделась, но никого не было. «Это ветер», – решила она и пошла дальше. Но шагов через 10 голос снова прошептал: «Аня, повернись». Теперь он звучал ближе, и холодный ветер дунул ей в лицо. Аня остановилась, ее сердце забилось быстрее. Вокруг никого не было, но вдруг в кустах что-то зашевелилось. Девочка оглянулась и увидела, как из-за веток выглянула маленькая фигурка. Мрачная кукла с пустыми глазами и распущенными волосами. Она стояла неподвижно, словно ждала чего-то. Аня не могла поверить своим глазам, ведь эту куклу она давно потеряла. Но она точно помнила, что это произошло, когда она была у бабушки в деревне. Кукла шагнула вперед. «Аня!» Снова раздался тот же шепот, но теперь он исходил от самой куклы. Аня замерла. Сердце стучало, и ноги, казалось, приросли к земле. Девочка хотела убежать, но что-то удерживало ее на месте. Кукла подошла совсем близко, подняла руку и... Вдруг подул сильный ветер. Кукла упала на землю и исчезла в опавших листьях. Аня огляделась, но вокруг снова стало тихо и спокойно. Она поспешила домой, где ее встретили родители. Но когда Аня открыла дверь своей комнаты, на кровати лежала та самая кукла с пустыми глазами, а на стене было написано: «Я вернулась». Что произошло потом, никто не знает. Но с тех пор Аня больше не смеялась над страшными историями и никогда не гуляла одна по старому парку.